Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. Это ваш гороскоп на эту осень 2025 года. Не побоюсь даже сказать, что это ваша осень. Да, ребята, это новый уровень, это в том числе ваш новый уровень. Все будет зависеть только от ваших внутренних возможностей, от вашего уровня готовности, да, потому что эта осень и эти события приходят для того, чтобы как раз-таки вас поднять. Ну что, ребят, присаживайтесь поудобнее, будем планировать ближайшие 3 месяца. Астрономическая осень у нас началась 22 сентября, закончится она 21 декабря. Естественно, мы забежим вперед, спланируем до конца 2025 год, чего уж там неделька остается, да. Естественно, я забегу и в зиму 2026 года, и коридор затмений февральский, и даже лето 2026 года, потому что у нас там очень много событий, от которых тот момент времени будущий зависит от этой осени. Понимаете, ради чего мы все сейчас здесь собрались? Для того, чтобы работать на будущее. Собственно, мы для этого-то и живем, да? Ну что, ребят, это гороскоп подекадный. Поэтому в этом видео я буду рассказывать информацию, которая сейчас у нас есть на небе, и как именно эти аспекты влияют на каждую декаду скорпионов. Почему так? Почему не для каждой декады отдельное видео? Потому что меня смотрят те, у кого Солнце в Скорпионе, асцендент в Скорпионе и Луна тоже, но это совершенно разные декады. Надеюсь, здесь философия, логика понятна. Ну и нет, ни у меня, ни у вас времени смотреть сразу несколько разных гороскопов. Ну что, ребята, если вы смотрите по Солнцу, то Скорпионы первой декады — это все те, кто родились в октябре. Понимаете меня, да, о чем я? Скорпионы второй декады — все те, кто родился с 1 по 10, можно 11 ноября сюда. Именно к Скорпионам можно увеличить именно эту декаду. Почему? Потому что на самом деле все, кто родился с 1 по 11 ноября, это все те, кто родились под созвездием Змееносца. Да, нам пытались эту историю очень сильно красиво внушить как новый знак зодиака. Ребята, его нет, это созвездие. Мы все определились под определенным созвездием. И только у скорпионов это так работает. Очень сильные, мощнейшие скорпионы в энергетическом плане второй декады. Скорпионы третьей декады, кто родился с 12, да, ноября и до знака зодиака Стрельцы. Каждый год Солнце просто в разный день меняет знак зодиака, то есть иногда это 21, иногда это 22 ноября. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот такая история. Поэтому в разных источниках написано по-разному. Но если вы напишите мне свою дату, время и место рождения, я вам точно скажу, основываясь на астрологической программе, которая у меня есть, кто вы именно, уже стрелец или еще скорпион. И да, ребят, это по Солнцу. Если вы смотрите по асценденту знак скорпиона, делите на 3 равных отрезка. Да? И если значок вашего асцендента попал с 1 по 10 градус — это первая декада скорпионов по асценденту. Если с 11 по 20 градус — это вторая декада. Если с 21 по 30 градус — это третья декада скорпионов по асценденту. Если вас интересует видео асцендент в скорпионе, в конце этого ролика прикреплю, посмотрите. Очень много интересной информации про вас. И да, ребята, идем дальше. Мы начинаем, да, начинаем планировать это время, поэтому если вы чего-то вкусненькое себе налили, приготовьтесь на час. Сейчас мы очень продуктивно проведем этот час. Буду рассказывать, как влиять будут все эти события. Но скорпионы у меня знак не из робких и прекрасно здесь понимают, что нам для чего-то все это нужно. И да, ребят, у нас основные события, которые будут этой осенью. Во-первых, это Лилит, которая сейчас идет по третьей декаде Скорпиона. Естественно, третья декада Скорпиона сейчас очень сильно понимают, о чем я говорю. То есть здесь все моменты, вопросики, страхи и переживаниях. И эта Лилит у нас создает буквально вокруг себя скопление планет, начиная с 20 октября. То есть, понимаете, ребята, ваши дни рождения вы будете встречать, и еще главное, выстраивается очень много аспектов, которые будут влиять и на другие декады скорпионов через другие планеты. То есть это Лилит будет проявляться, и я буду рассказывать как. Но по факту сейчас у нас Лилит идет по скорпиону по третьей декады с выключением коридора затмений, с его окончанием Лилит окончательно перешла в третью декаду скорпиона, и до 20
декабря будет находиться в Скорпионе. 21 декабря Лилит поменяет свой знак и уйдет в Стрельца на ближайшие 10 месяцев. Скорпионы вздохнут и скажут: отлично, спасибо, надоело. На самом-то деле с весны 2025 года, с мартовского коридора затмений, вы прекрасно-таки понимаете, что у вас такое ощущение, что вы находитесь в иллюзии, в потоке страха, да, что вы вроде как и хотели бы вот так вот блеснуть, что как бы и хотелось бы вот так масштаб взять, и в финансах подняться, и в любовных отношениях, и в работе, в профессиональной деятельности, да, и в экспертности, но как будто что-то останавливает. Ребята, это Лилит. Берем ежедневник и честно себе, как обычный человек, снимаем свою шапку, да, экспертности, шапку всевластия или кольцо, неважно. И пишите себе, чего же вы боитесь. Вот прям так. Я боюсь, что меня не поймут. Я боюсь, что меня не полюбят. Я боюсь, что меня осудят. Я боюсь остаться в одиночестве. Я боюсь остаться, не знаю, на улице. У каждого совершенно свой момент в страхе, в панике. Это неплохо. Страхи у нас держат всегда для того, чтобы мы резко к чему-то не пришли. Это такое некое наше заземление, да, чтобы мы не зазвездились, чтобы мы не вышли из каких-то таких состояний, которые могут нам только навредить, да, ну, либо же не достигли того самого успеха, не сделали то, что, потому что энергия у Лилит – это энергия трансформации. Лилит черпает свою энергию с Плутона, и это основной толчок, кризис, момент трансформации вообще, в принципе, скорпионов по умолчанию. Понимаете, о чем, ребят? Поэтому здесь нужно в себе как можно очень сильно таки покопаться. Это я сейчас ко всем скорпионам говорю, для того, чтобы эта осень стала для вас осенью того самого нового уровня. И все будет зависеть от ваших профессиональных, личных качеств. Все будет зависеть лично от вас и то, куда вы идете. То есть кому-то из скорпионов очень сложно построить личные любовные отношения. Это будет очень такая сложная история, когда вы будете думать, что весь мир против ваша вторая половинка специально создает какие-то моменты, чтобы вы подали на развод. В работе, в финансах вам будет казаться, что вас хотят разорить. Но это на самом деле тот момент в работе, в финансах, когда просто вас оставляют ни с чем для того, чтобы вы уже начали развиваться там, где вы должны развиваться согласно вашей натальной карте. Ну, если вы еще, правда, свою натальную карту не знаете, жду всех на консультации. Если вы уже в ней, вы как бы знаете, вы были у какого-то астролога, который вам рассказал, что вот ваши основные характеристики, вы на это смотрите и думаете: ой, да это не про меня, я не тот вообще скорпион. Но если вы смотрите это видео, то знаете, что вы тот совсем скорпион, потому что основная черта скорпиона – это быть максималистом. То есть вас как-то не прельщает такой очень простой уровень. И все ваши проблемы в жизни от того, что вы хотите много, а для этого много не делаете. Вы хотите, чтобы вам кто-то что-то дал. Или как-то вот вы думаете, что вы сделали 3 шага, а оставшиеся 10 должен сделать кто-то другой. Основная задача скорпиона, рождения при жизни, это, сейчас всем декадам говорю, это максимально проявить себя в той или иной сфере. Скорпион – это партнерский знак, поэтому в одиночку это сделать у вас не получится. Конечно, от некоторых скорпионов, конечно, в прямом смысле кармическая задача в жизни реализовать что-то, основываясь на своих идеях, да, при этом построить бизнес для того, чтобы быть руководителем. Но все-таки вы, когда бизнес строите, вы взаимодействуете с большим количеством людей, то есть у вас уже партнеры, в принципе, по жизни. Если мы спускаемся в любовные отношения, да, то здесь вообще очень такая, знаете, сложная история у скорпионов, потому что всегда попадается партнер очень сильный, который максимально, наш партнер это как наше зеркало, да, который максимально нам вот так показывает, кто есть мы, как мы хотим много, как мы хотим ярко, как мы хотим стремительно, но хочется, чтобы партнер вот это сделал, вот так вот честно себе, давайте признаемся, мальчики мы или девочки, да, как-то вот самим не очень-то хочется, а внутри желания такие очень сильно мощные, да, поэтому проявляйтесь сами, неважно, мужчина вы или женщина, и тогда ваш партнер появится, проявится, да. Почему? Потому что очень часто, очень много я видела таких натальных карт, когда ко мне даже приходят женщины и говорят: вот почему у меня такой безамбициозный партнер, ну вот почему, а в натальной карте вот
вот прям указание на то, сколько бы раз замуж не вышла, что всю жизнь придется партнера подтягивать. То есть партнера по браку всю жизнь придется, ну, то есть вы являетесь тем локомотивом в семье, который движет вперед вот эту гору. И уже основываясь на то, какие у вас запросы, претензии, возможности и движения вперед, то есть если вы говорите, я этого реально хочу, я двигаюсь вперед, то тогда ваш партнер начинает настолько сильно включаться в этот процесс, что становится на равных с вами. Но нас же общество сейчас приучило, говорят, что надо как-то в легкости, что вот если ты девочка, сиди мирно, тихо, спокойно. Уже давным-давно вот эта история все, ребят. Я надеюсь, вы понимаете, все взрослые люди, что иногда отношения это не 50 на 50. Иногда женщине нужно включиться больше. Я не про ту историю, когда мужчина сейчас меня слушает и говорит, вот, пусть моя сначала заработает. Ребят, вообще нет. Если вы мужчина, скорпион, и вы прекрасно понимаете, что вы прямо-таки очень сильно проседаете, а мужчина-скорпион это вообще огонек. То есть здесь у вас должен быть такой эмоциональный интеллект, и когда вы мне пишете в комментариях, что я развелся с женой, я все потерял, и я прекрасно понимаю, что там по силе такая же сильная жена, которая готова рвать и метать, ну то есть берете сейчас и опять-таки строите отношения со своей бывшей женой, особенно если у вас там очень много лет совместной жизни, проведенных событий, дети. То есть если у вас очень много различных историй совместных, да, и вы вот мне говорите, что вы в какой-то момент жизни взяли вот так, отказались от этого всего и сказали, вот потому что моя жена очень много хотела. Да она вам просто говорила, что вы тоже много чего хотите, но почему-то боитесь к себе в этом признаться. И вот как раз-таки это Лилит и все вот эти планеты, дорогие мои скорпионы, и первой, и второй, и третьей декады, сейчас с нами этой осенью сыграют не шутку. Вот это будет такая большая партия всей нашей осени, в которой мы прекрасно таки четко понимаем, мы поднимаемся выше или мы довольствуемся все тем, что есть, и продолжаем жить свою недовольную жизнь. Понимаете, я о чем говорю? И да, по интенсивности событий сентябрь у нас очень такой легкий и простой. Сейчас скажете, ничего себе, сентябрь у нас легкий и простой. Он такой эмоциональный на самом-то деле, да, если отделить все эмоции, их убрать, да, то здесь история вообще безэмоциональная должна быть, да, то есть здесь должно быть четко, продуктивно и по делу, да, если отделить эмоции. Если же у вас это было эмоциональное, то берите на карандаш, декабрь тогда будет такой же эмоциональный, потому что сколько я открывала натальных и транзитных карт, вот прям почти у всех цикличность аспектов сентября, конец августа, сентябрь и декабрь 2025. Поэтому понимайте, что вам в декабре нужно оказаться без эмоций, вот этой распыленности, вот этих страданий, каких-то там почему, если не получилось с первого раза, значит я недостоин, недостойна. Вообще, ребята, нет. Потому что нужно просто больше прикладывать усилий, понимаете, я о чем говорю? Нужно больше таки идти в свою, договариваться. И этот сентябрь и начало октября от нас требуют как раз-таки договорных всех историй. И хочу сказать, что и ноябрь, и декабрь в том числе, но декабрь уже там нас про масштаб будет личности все-таки готовить, да, то есть уже мы прям либо поднимемся в декабре, либо продолжим таки вот здесь в промежуточном каком-то состоянии быть, да. Но у нас сейчас ноябрь, Меркурий-то он у нас идет по весам, весы это партнерский знак, и сейчас на настоящий момент Меркурий у нас в квадратуре с Юпитером, когда мы просто недовольны, когда у нас есть какие-то там противоречия, да, но при этом на настоящий момент времени у нас квадратура Марса с Плутоном. Кто смотрел мой осенний гороскоп «Осень силы» 2024 года. Кто смотрел гороскоп на весну действий 2025 и там конец апреля 2025 года, там была оппозиция Марса с Плутоном. То есть это аспект силы, который заставляет нас строить бизнес, зарабатывать очень много денег, не отступать от своего, не малодушничать, не прятаться в шкафу от трудностей финансовых кризисов, которые есть, потому что у скорпионов первой декады все финансовые трудности, которые сейчас есть у вас, это потому, что вы прячетесь в шкафу. Ну, вот я такую метафору, да, на самом деле, потому что вы боитесь, не выходите, не поднимаетесь в свою реализацию, которая вам нужна. А вам нужно что? Вам нужно договариваться, вам нужно очень аккуратно действовать, потому что сейчас можно таки испортить репутацию. И у нас сейчас Меркурий в квадратуре с Юпитером. 6 октября у нас следующий момент очень важный астрономический на небе. Это полнолуние 6 октября, полнолуние в Овне. Полнолуние в Овне. Понимаете, скорпионы агрессивное полнолуние, когда у нас Меркурий переключается в квадратуру с Плутоном, и здесь уже нужно таки свою хватку подключать. Сейчас у нас пока как раз таки Марс
квадратуре с Плутоном и требует проявить свою силу скорпионов первой декады. Деньгозарабатывание, работа, бизнес, продвижение, но при этом не ругаться с партнерами, со своими вторыми половинками, лояльно, очень сильно. Знаю, что очень сложно дается момент терпения в отношениях. Несколько раз очень много повторять, говорить на таких аспектах. Кажется, что как будто все специально изводят. Будьте лояльны, будьте аккуратны. Все-таки выдержка – это потрясающее качество скорпионов, неважно какой декад. Ребята, вы можете сейчас задержать дыхание и с любимками не поругаться. Знаю, что очень хочется. Особенно в полнолуние и в начало следующего лунного цикла очень сильно захочется это сделать, но не надо так. Скорпионы второй декады. Ребята, у вас сейчас вопросы прохождения, коридор затмений переключил, и кармические узлы перешли во вторую декаду оси Девы Рыбы, а значит скорпионы второй декады сейчас до следующего коридора затмений, который случится с нами 17 февраля 2026 года и закончится 3 марта. То есть вот тот коридор затмений будет для вас, дорогие скорпионы второй декады, по силе гораздо интенсивнее. Очень сильные вопросы гораздо будут на повестке дня, и здесь такие моменты своего самоопределения, своей личной жизни, своих финансов, да, но по большей части эта история будет связана с семейностью в том числе. Здесь расширение семьи, детей, вопросы того, как вы хотите жить, свои любовные переживания, которые у вас по итогу всей жизни, то есть на определенный период времени, вот вы сейчас и есть, да, все то, что случалось в ваших любовных отношениях ранее, оно сейчас, вот как раз-таки будет проявляться сейчас в этой жизни, ну, в вашей жизни этой осенью, и финал его будет как раз-таки, у меня уже даже видео, которое зимний гороскоп, уже даже прям, вот больше не подходит никакое другое слово, как финал, то есть зима 2026 года будет финалом для нас, для всех наших действий. То есть февраль 2026 года у каждого будет завершаться своя, я бы так сказала, история, которую мы решаем сейчас. И я вам говорю, что если вы последний год-полтора в своих историях подзависли и что-то не можете решить, у кого-то это покупка недвижимости, еще не дошла до скорпионов третьей декады. Ребята, это ваша абсолютная история, понимаете? То есть эта история у вас будет происходить в тех самых моментах радостных, благоприятных, которых вы хотите или нет, да. Итог получается, как мы будем решать, да, то есть опять забежала вперед, февраль 2026 года, но очень сильно у каждой декады по-своему, но еще не сказала про скорпионов третьей декады, которую сейчас решают уже ребята задачу. Покупки своей недвижимости, переезд, иммиграция, любовная сфера отношений в том числе, это скорпионы третьей декады. Вы решаетесь или вы не решаете, да, то есть, помните, скорпион третьей декады говорил, что если у вас разрыв в отношениях, либо у вас кассовый разрыв финансов в том числе, ну, собираемся. Собираемся, ребята, и берем тот самый новый уровень. И если сейчас этой осенью начать этот уровень брать, да, то февраль 2026 года закончится у скорпионов третьей декады совершенно других эмоциях, гораздо благоприятнее. У скорпиона второй декады это моменты договорных личностных любовных отношений, по большей части семьи, но финансы на вас тоже будут оказывать очень большое давление, естественно. Мы живем в материальном мире, и здесь таки очень сильно нужно понимать, да, но свою готовность в расширении любовной сферы – это очень важная история. Плюсом здесь еще коммуникация для скорпиона второй декады, насколько вы качественно умеете выстраивать коммуникацию, да, потому что там начнутся тоже совершенно другие истории. И скорпионы первой декады, ребят, ну, у вас все-таки здесь большие истории, связанные с бизнесом, продвижением себя в обществе, мощные истории, я бы так сказала, своего масштаба. И здесь я хочу сказать, что, ребята, нет хороших и плохих, и каждый момент октября, ноября и декабря будет об этом говорить. И 6 как раз-таки октября у нас полнолуние. Полнолуние, оно у нас в Овне. Агрессивное, да, сложное, но не настолько, чтобы мы не смогли с этим справиться. 6-7 октября, все в зависимости от полушария, в котором вы находитесь, да, ребят. Почему агрессивно для скорпионов? Марс второй управитель Овна, понимаете, да, первый
Марс и Скорпион, два управителя Овна, то есть на Скорпионов будет влиять эта история такая триггерная. У Скорпионов первой декады будут как раз-таки выстраиваться отношения с коммуникацией, с договорами. Меркурий перешел в третью декаду Скорпионов. Здесь мощная охватка, сильные сделки. То, как вы умеете отстаивать свой кусок пирога, получится или не получится, как говорится, хотите или не хотите, в любовных отношениях это у вас будет, либо в профессиональной вашей деятельности. Я за то, чтобы максимально понять, какого полета вы птица. По крайней мере, для того, чтобы понять, достойны или недостойны. Говорю, что сразу достойны, почему бы и да, но здесь нужно не пасовать перед трудностями. Скорпионы второй декады. Здесь будьте аккуратны, потому что Марс идет по Скорпиону второй декады. И здесь, конечно же, ребята, таки нужно понимать, он двигается в сторону к Лилит и скоро будет делать с ней соединение. Здесь вопрос агрессии. Вопрос агрессии. Агрессивность не приведет к результатам, не даст никаких абсолютно результатов. Агрессивность не даст никаких партнерских соглашений. Можно здесь все потерять. Агрессировать будете, потому что страшно. Постарайтесь сделать как можно больше выдержанных продуктивных действий, основанных, ну, то есть на вашей задержке эмоций. Я бы это так сказала. Здесь нужно эмоции подобрать и не агрессировать там, где этого не нужно. Скорпионы первой декады, помните, что здесь еще квадратура Плутона, которая проверяет вас на прочность. Если вы сейчас находитесь в стадии разорения бизнеса, это неплохо. Это не говорит о том, что нужно бросить этот чемодан без ручки. Кому-то нужно бросить. Кому-то нужно на основе этого бизнеса, этой силы построить нечто новое. То есть здесь мне нужно персонально смотреть каждую натальную транзитную карту, понимаете, я о чем я говорю. Кому-то здесь необходимо как раз-таки завершить и пойти заново, кому-то наоборот начать продолжать в еще более мощном ключе. Но все зависит от наших, от усилий каждого отдельного скорпиона. Я надеюсь, вы все это понимаете. Идем дальше, и у нас 14 октября следующее событие на небе – это остановка из ретроградного движения Плутона 14 октября, плюс-минус 3 денечка с этого периода с каждой стороны накидываем. Получается, что у нас одна неделя, где могут становиться сделки, вопросы, переговоры, что-то такое очень мощное, важное и сильное. Да? И здесь это обязательно нужно учитывать. И да, следом у нас начинают на небе складываться очень интересные моменты, очень интересные, как и благоприятные, так и напряженных. Напряженные еще в том числе начинают складываться и доходить, но я не скажу, что напряжение это плохо этой осени. На самом деле, кто смотрел мой летний гороскоп, я уже там говорила, что у нас 22 июля складывается на небе потрясающая конфигурация, которая заставит нас всех зарабатывать большие деньги. Для кого-то это будет ситуация обнулений. Как, например, для скорпионов третьей декады с 8 ноября вернется Уран в третью декаду Тельца и будет делать оппозицию Солнцу скорпионов первой декады, третьей, извиняюсь. То есть это резкие моменты, нестандартные моменты, но события к этому способствовать начнут уже с 20-х чисел октября. То есть, понимаете, целый месяц, да, целый месяц у нас будет, то есть еще и потом мы будем отходить от этих событий недели 2-3, и только в декабре привыкнем к этим изменениям. А у скорпионов третьей декады движение с Ураном, которые они любят или не любят, ребята, напишите мне в комментариях, будут длиться до 26 апреля 2026 года. Уран будет находиться в последней декаде Тельца и делать оппозицию скорпионам третьей декады. Поэтому здесь резкие изменения, обнуления, все те ситуации, которые были последний год у вас в жизни, когда резко пришлось что-то менять. У кого-то это развод, поэтому посмотрите, если у вас шло дело к разводу, и он вам вообще не кстати, и вы реально это понимаете, здесь таки четко себе поймите так, ну, нужно договариваться, нужно стремиться, и вас от этого могут увести только лишь ваши страхи. Ваши страхи. Боязнь нового, по-новому себя проявить в профессиональной сфере тоже. Остановка здесь только по страхам. Изменения в коммуникации, в планах, передвижения. Все это история скорпионов третьей декады, да, до 26 апреля 2026. И это накладывается на все те аспекты, которые я уже говорила, повторила. Понимаете, о чем я говорю, да? И да, с 20 октября у нас включается очень классная оппозиция Плутона с Юпитером. Важно сейчас это для всех скорпионов. Юпитер в оппозиции с Плутоном
Когда же между Плутоном и Юпитером благоприятный аспект тригон, астрологи говорят, что это аспект миллионеров и миллиардеров. Не любят говорить люди, что напряженный аспект ведет еще к большим получению финансов, к еще большей финансовому достатку, потому что если разбираться в астрологических аспектах, то приход и уход денег – это один и тот же аспект. Но если мы на напряженных аспектах напрягаемся сильнее, но у нас сейчас не продается в обществе история, когда нужно потрудиться, постараться. Понимаете? В легкости продается легко, заходит. Вот я захотела, карту желаний, виш-листы сделала, написала, визуализировала, карты Таро разложила, и все вот так получилось. Гороскоп послушала, значит, и я себе визуализировала и пошло. Ребята, да ну нет. Деньги, которые нужны Скорпиону для жизни, это деньги мощные. Естественно, никто в легкости ничего не даст. Понимаете, нужно было родиться раком, нужно было удачно выйти замуж, будучи раком, и вот играть второстепенную роль в жизни для того, чтобы вот как-то было попроще. Понимаете, я о чем говорю, да? Но есть даже раки, у которых очень сильные, мощные скорпиони показатели в гороскопе, которые говорят, я как бы рак, но я вообще не вот такого простого птица полета, да? То есть я мыслю-то совершенно другими масштабами, поэтому мы все здесь разные, понимаете, я о чем говорю? Так вот, с 20 октября начинает складываться оппозиция Юпитера с Плутоном. Это очень большие деньги, которые дадутся в напряжении. Вопрос, если вы хотите, у вас оно будет. Максимальный этот аспект у нас, то есть мы сейчас будем жить, получается, с 20 октября до первой недели декабря с этим аспектом. Это не точная оппозиция, но если мы будем складывать события в своей жизни, да, мы будем напрягаться, да, мы будем делать свой максимум, то следующая история, которая нам даст плоды, это июнь и июль 2026 года, когда у нас на небе будет точная оппозиция этих аспектов. И там уже 100% те самые деньги, которые вы хотите, скорпионы. Конечно же, влиять эта оппозиция будет потрясающе на скорпионов первой и третьей декады. То есть если вы сейчас начинаете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, то вы прекрасно понимаете, когда он у вас выстрелит максимально. То есть это не говорит о том, что у вас сейчас не получится. Да? Нас социальные сети убедили в том, что несколько сделок, там 200 сделок, это очень мало. Если мы конвертируем это в деньги, если мы конвертируем это в люди, и если мы конвертируем это в ситуации, то есть 200 ситуаций, когда у нас получилось, то это получается достаточно-таки очень много, да. Но почему-то многие хотят сразу увидеть у своих вложенных действий знак бесконечности, да, чтобы вот почему-то это вот так. Поэтому, ребята, убирайте здесь иллюзии, потому что Юпитер – это планета социальных сетей. Это планета всех тех историй, когда мы хотим очень много, но это не основана на реальности. Планета, которая основывается на реальности, это Сатурн. И Сатурн у нас уже в третьей декаде рыб, а значит, это абсолютно приземленные, мощные истории для скорпионов третьей декады, и у вас эта история будет работать. Еще с 22 октября возвращается Нептун в третью декаду рыб, и значит, здесь и Нептун, и Сатурн снова в стряске для третьей декады скорпионов. То есть, если ваши цели, покупка недвижимости, то есть с 20 октября начинается эта история очень красиво, мощно работать. То есть здесь и расширение семьи, здесь приобретение недвижимости у вас 100%. Это гармоничные аспекты Сатурна и Нептуна, понимаете, здесь нет напряжения. Здесь нет напряжения, но для того, чтобы сложить напряженный аспект Юпитера с Плутоном, здесь вот это напряжение будет идти через совершенно рациональные действия у скорпионов третьей декады, у скорпионов первой декады все то же самое, но через напряженные аспекты Плутона с Юпитером, понимаете, здесь нужно. Почему напряженный аспект Юпитера – это один из таких противных аспектов? Знаете почему? Открывайте свою натальную карту. Если вы видите там гармоничный Юпитер, то в принципе у вас ориентиры по жизни правильные. Почему правильный? То есть согласно того общества, в котором вы живете и развиваетесь, вам что-то где-то нужно покорректировать в своей жизни, поменять свою точку зрения для того, чтобы пойти вверх, развиваться. Если вы видите напряженный Юпитер в своей натальной карте, то есть там вот все напряженные аспекты, или же аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном,
то вы вообще считаете, что вы достойны максимального большего, почему у вас нет и весь мир вас не понимает. Но когда вы видите напряженный Юпитер с любой другой планетой, то у вас, скорее всего, ваше мнение, с которым вы живете по жизни, оно совершенно кардинально отличается от устоев общества, в котором вы живете. И здесь, даже если вы куда-то переедете, вам все равно будет менять. То есть путем переезда вы будете менять свое мнение, свою точку зрения. И вам для того, чтобы достичь того успеха, который вы считаете в жизни достойны достичь, вам нужно будет поменять свою точку зрения. То есть сказать себе, что вы до настоящего момента в жизни заблуждались. Не все любят слушать вот это. Понимаете, это та правда, которая есть по факту. И многие не любят ее слушать и всю жизнь заблуждаются. И просто умный, смекалистый человек, он как мастер йода, уходит вот с этого разговора и говорит, а ты сам подумай. И просто смотрит со стороны, как человек набивает шишки с течением времени и не получается, да. Хотя у человека очень много навыков, компетенций, и коня подковать, и сделать вот это, и человек вообще в принципе башковитый, на все руки мастер, но не получается достичь того самого профессионального результата, тех самых сумм, да. И здесь нужно, ребята, менять свое мнение по жизни, менять свою точку зрения, где-то ломать что-то у себя в голове, свои принципы, да, которые приводят не к результатам деятельности, а к тем всплескам, как это называется, очень простое такое некрасивое слово, свои понты, да, это если вот здесь, да, сейчас меня закидают помидорами, и я знаю, да, что это вот так и есть, но если вы смотрите гороскоп про своего какого-то близкого, вы 100% мне скажете, это же ведь правда так. И вы знаете, что это так. И если себе здесь признаться, что это работает вот так, то тогда уже сейчас начинает это двигаться. То есть если вы знаете, что это ваш основной триггер, да, в жизни, что именно это не дает вам договориться с другими людьми, это не дает вам построить бизнес, построить отношения, любовь в своей жизни, приобрести недвижимость и жить счастливо. То есть это те самые люди, которые постоянно недовольны. То есть как бы не было хорошо, но человек не ценит. Поэтому случаются вот такие ситуации для того, чтобы ценили. Понимаете, о чем я говорю? И да, с 20 октября, с ваших дней рождения, дорогие скорпионы, начинает включаться вот это самое очень мощная история. Я хочу сказать, что для скорпиона всех декад ваши дни рождения в этом году такие очень мощные показатели. Это очень хороший момент, да. Скорпионы второй декады сейчас скажете, Женя, почему про нас не говоришь? Сейчас, ребята, и про вас скажу тоже, конечно же, мои дорогие. У вас такой очень внутренний мощный момент будет, который включится этой осенью. И у нас, не побоюсь сказать, что после этого октября, 11 ноября, 11 красивая дата, да, уходит в ретроградное движение Юпитер. И Юпитер будет в ретроградном движении проходить вторую декаду раков всю зиму и весну 2026 года. И этот момент, когда у вас будут претензии, как раз таки, но это будет гармоничный аспект Юпитера, когда, если вы сейчас в свой день рождения, да, разберетесь с вашими внутренними претензионными моментами, тогда вас ждет очень много реализаций, потому что Юпитер идет по раку, да, ну, то есть это будет трин к вашему Солнцу. Это в любовных отношениях как раз-таки те теплые, приятные воспоминания и любовь всей жизни, которые вы шли, и вы не могли достичь этого взаимопонимания, которого вам хотелось, да, когда вы понимали, что вы до этого были в отношениях, где вас не понимали, или вы не могли раскрыть свою душу, да, но отношения– это постоянная коммуникация, понимаете, действия постоянные направлены вот к этой коммуникации. Здесь тогда у вас будут те самые отношения вас поджидать, та самая любовь в вашей жизни. Здесь, если вы переборете все свои страхи, тогда это ребеночек, который у вас тоже может случиться. И да, вам могут, конечно же, говорить все, кому не лень, что уже возраст не тот, или зачем вам столько детей. Но это своего рода расширение, это своего рода трансформация и масштаб, особенно если это третий ребенок в вашей жизни, да. То есть это вообще та самая история. Не то, что я как бы обнуляю где-то рождение первого или второго ребенка. Нет, первый ребенок это вообще такая мощная история, да, а отважиться на этот шаг. Второй ребенок, я не скажу, что это как-то вот очень сложного. Здесь особенно сейчас поймут мамы, у кого появился третий ребенок, да, то есть третий ребенок это явный масштаб. То есть это масштаб финансовый, в том числе разница между вторым и третьим ребенком, это финансовый достаток, это
резкий скачок финансовым достатком. То есть это как раз-таки та история, дорогие скорпионы, второй декады, которая у вас начинается этой осенью. Вы берете этот уровень, и вы его получаете уже зимой и весной 2026 года. Или вы продолжаете стесняться и говорить, ой, ну это не для меня. Я вот с психологом поработал, проработал, я это проработал, но почему-то ни семьи, ни детей, ни отношений, ничего вот этого нет. Значит, ничего там не проработано. Ребят, сейчас это все модно, но если по итогу этих мероприятий говорится, я зато выстроила свои личные границы, и у меня теперь ни отношений, никого в моей жизни нет, только мои личные границы. Ребят, значит, не был достигнут тот результат, значит, по-прежнему, потому что напишите мне все тех сейчас в комментариях, потому что я знаю, люди любят заходить и читать комментарии. Все те женщины и мужчины, у которых просто нет отбоя от вот от противоположного пола. Вот прям напишите, что за мной постоянно бегают, за мной, мне это постоянно нужно, но у меня другая история. Я в финансах пробиваюсь, понимаете, о чем я говорю? И это та самая энергия скорпионы второй декады, с которой вам нужно как раз-таки вот в этом октябре поработать очень сильно и очень мощно. Понимаете, я о чем говорю? И начинается у нас с 20 чисел октября. Скорпионы третьей декады. Ребята, я про вас уже сказала. Здесь стандартные, основательные, фундаментальные решения к вашей приземленности, к вашей заземленности. Вы, если нацелены менять область, регион, проживания, да, то есть область, если вы решили переехать с одного места в более благополучное, в пределах даже одного города, это тоже история очень классная, она у вас получится. Если вы решили отправиться в командировку, тоже хорошие истории будут складываться, но с командировками здесь нужно будет договариваться. Но я сейчас в ретроградном Меркурии всю эту историю расскажу. Он у нас с 9 ноября начинает свою работу над всеми нами. И да, дорогие скорпионы третьей декады, здесь любовные отношения в том числе, мы никуда отсюда не уходим, никуда эта история от нас не удаляется. Но, конечно же, по большей части любовные отношения нас будут всех волновать в декабре. Но, тем не менее, продолжаю дальше скорпионы третьей декады. Может у вас все это не получиться, потому что Лилит сейчас идет по скорпиону третьей декады. Только потому что вы позволили своим страхам как раз-таки быть сильнее. Разбирайте свои страхи в своих переживаниях и идите, становитесь на ступеньку выше. Нам это всем нужно. И да, у нас с 22, да, не побоюсь сказать, ну я уже сказала, что с 22 числа у нас Нептун возвращается в третью декаду рыб, с 23 октября у нас Уран, который еще находится в Близнецах, становится в оппозицию с Меркурием и в оппозицию с Лилит. То есть Меркурий уже в соединении с Лилит, в соединении с Марсом, в соединении с Луной. Понимаете, да? И новый лунный цикл, который у нас начался 21 октября, он у нас начался в весах, новый лунный цикл в весах. То есть, понимаете, дорогие скорпионы, что на весь ближайший месяц наша с вами задача максимально договариваться. То есть и себе, и партнеру. Партнеру в личной жизни, партнеру по бизнесу, и себе. То есть должно быть поровну всего. То есть здесь нельзя уйти в закат, потому что оппозиция Урана будет заставлять нас уходить в закат. То есть здесь смело могу сказать, что когда складывается вот такой аспект Урана, Уран в оппозиции с Марсом – это аспект, когда мы можем творить неадекватные вещи. То есть резко уходить в закат, особенно если у вас в натальной карте есть Марс в соединении с Ураном, или Марс в квадратуре с Ураном, или Марс в оппозиции с Ураном. Это когда вы в сложных ситуациях, напряженных, бросаете все и делаете экстраординарные какие-то странные вещи, когда люди говорят, это что вообще сейчас было? То есть и вот этот аспект у нас будет длиться с 23 октября, и вот он еще у нас в декабре даже будет работать, а там останется послевкусие всего того, что мы натворили, понимаете? То есть у нас сейчас будет максимально происходить ситуации, которые будут нас из колеи выводить. И если мы идем дальше, у нас 5 ноября
у нас как раз-таки полнолуние в Тельце, когда мы должны все четко понимать, чего же мы от своей жизни хотим, и у нас там такие очень нормально складываются, начинают события, да, с 5 ноября, сейчас отмотаю эту дату, да, у нас полнолуние, в Тельце, когда на чаше весов будет наш уровень комфорта, финансов, любви, отношений. Уходя из отношений в этот период времени будет очень тяжело, если особенно это любовные отношения. Если это финансовые отношения, нужно строить тогда новые отношения. Потому что на момент этого полнолуния у нас Уран в точной оппозиции с Марсом, в точной оппозиции с Марсом. У нас следом после этого полнолуния на небе 8 ноября Уран переходит в третью декаду Тельца, значит, делают точную оппозицию еще и к Солнцам Скорпионов третьей декады. Понимаете, Скорпионы третьей декады, вот здесь начнется движ. Но на самом-то деле вы его почувствуете уже с начала 20-х чисел октября, потому что все-таки последний градус Близнецов уже будет давать вот это настроение. Понимаете, я о чем говорю? И да, там у нас ретроградный Меркурий начинает включаться 9 ноября, с 9 по 29 ноября. И нам всем нужно будет максимально концентрироваться, договариваться в любовных отношениях, в профессиональной сфере. То есть держать вот эту ситуацию на чаше весов. А здесь что? Во-первых, самое, будьте аккуратны за рулем, будьте аккуратны в финансах. Венеры там еще рядышком нет, но Венера вот на момент вот этого полнолуния 5 ноября стоит в квадратурах к Юпитеру и Плутону. То есть вот здесь у нас все стоит, вот, понимаете, вот такие в квадратурах. То есть нам будет казаться, что мы стиснуты в обстоятельствах финансовых, в любовных отношениях, как будто бы у нас есть выбор, но выбора нет. Но нам все равно нужно искать выбор, потому что тот выбор, который есть, он нам вообще не нравится. И я вам говорю, ребята, ищите. Там у нас Меркурий еще до 20 ноября, хоть и ретроградный потом будет, но он находится в Стрельце, когда нужно искать связи, нужно искать людей, нужно выходить из ситуации. Там мы будем как раз-таки ну, в таком активном движении Меркурий. Потом Меркурий перейдет в знак Скорпиона и встанет в соединении с Лилит, и там будет нам немножечко страшно, мы опять будем считать, что мы недостойны, но ситуации, которые будут случаться, будут говорить нам, что надо все равно делать как-то. И я вам говорю, что старайтесь максимально делать. Здесь истории какие? Плюсом еще же у нас Меркурий, да, вот в начале ноября был в оппозиции с Ураном. Это аспект договариваться в нестандартных ситуациях, изучать новые знания, знания инженерные, IT, запускать проекты на эту тему, историю абсолютно однозначно хорошо здесь должно пойти. Новые креативные решения, движения, бизнес, связанный с этим, однозначно точно так же бизнес, связанный с онлайн, и в онлайн тоже будет получаться не сразу идеально, но нужно, ребята, пробовать, потому что старые модели будут работать только у скорпионов третьей декады. То есть у скорпионов первой декады, да, эта история не будет с Сатурном так классно работать. Там будет работать мощная история продвижения, активная. То есть большие масштабы нужно брать себе цели. Но при этом понимать, что не получится сразу на большую гору взобраться, что нужно с малой горы начинать. Ну, маленькие ступеньки, лесенки и только потом. У скорпионов второй декады максимальная коммуникация. Вообще, ребята, здесь мы никак не пасуем, не уходим из отношений в том числе. Потому что если здесь оставить на самотек свои отношения, то вот здесь в ноябре можно разойтись. И в этом, я бы так сказала, полнолунии будет очень много таких моментов, которые возникнут в отношениях, в которых нужно поговорить. Поговорить, расставить все координаты свои и сказать, что мы вообще любимки всей нашей жизни. Ну почему у нас так? Потому что у вас цели максимальные, да, и это нормально. То есть мы заслужили того партнера, который с нами сейчас есть. Почему нам кажется, что с нами плохой партнер, недостоин нас? Но мы же его выбрали, мы пришли сюда в этот момент времени, и мы когда-то за эти отношения дрались. Почему мы сейчас хотим уйти? Вот здесь будьте аккуратны в отношениях Скорпиона второй декады и ставьте на чашу весов свои отношения.
То есть это важный для вас вопрос. На этом будут основываться другие решения, принятые зимой и весной 2026 года. Скорпионы третьей декады, у вас резкие обнуления, резкие изменения. Да, страшно, но все-таки стандартные, четкие, трезвые решения и свой план – это та история, которая максимально уберет шторм в этом ноябре. И да, про ретроградный Меркурий уже сказала. С 9 по 29 ноября он будет с нами работать. С 9 до 20 ноября он будет находиться в Стрельце, поэтому здесь ищите свои таланты, навыки. Сейчас всем скорпионам это говорю, потому что ретроградный Меркурий будет в потрясающем аспекте с Плутоном, в потрясающем аспекте с Юпитером в том числе. При всем этом напряжении, про которое я рассказываю, здесь у нас очень много благоприятных аспектов Юпитера, Сатурна и Плутона, которые заставляют нас все-таки проявлять свой максимум, делать больше, идти туда, куда нам нужно. Но да, придется, конечно же, со своими страхами прямо-таки поработать и сказать им: а ну, замолчи, я уже понимаю, да, страшно, но я все равно иду вперед. И да, ребят, до 20 ноября ретроградный Меркурий у нас в Стрельце, поэтому здесь знания, поездки. Кто давным-давно хотел сдать на права, сесть за руль, купить автомобиль, да, и точно, да, конечно же, вам будет страшно, но этот навык нужно освоить. Будьте аккуратны за рулем. Конечно же, этот момент может быть очень травмоопасным для скорпионов третьей декады. Будьте аккуратны. Страхование здесь очень хорошая история, понимаете, о чем я говорю. И вообще момент с Ураном у скорпионов третьей декады, уже говорила, до 26 апреля 2026 года эта история с Ураном будет длиться, то есть начиная с 8 ноября. Поэтому здесь, дорогие скорпионы третьей декады, понимаете, насколько долго затянется вот эта история тестирования нового. И все-таки старые прошлые истории с вами будут до 14 февраля 2026 года. Поэтому понимаете, какое у вас есть окно для приобретения недвижимости, автомобиля, в том числе переездов. То есть это та самая осень и зима, где нужно делать тот самый мощный прорыв скорпиона третьей декады. Понимаете, я о чем я говорю? Да? Именно у вас я могу очень четко сказать эти окна, понимаете? Но, конечно же, более точные даты у каждого. Я только вот, если вы мне свои данные напишите, дата, время, место рождения и ваш вопрос, ребят, потому что здесь общий гороскоп и так по декадам поделила, ребята, и так уже даже декаду делю на какие-то моменты. Понимаете, да, я о чем? Идем дальше. Ретроградный Меркурий закончит свое движение 29 ноября. С 20 по 29 он будет находиться в Скорпионе. Он будет находиться в Скорпионе в соединении с Лилит, естественно, в точной оппозиции с Ураном. И сюда подтягивается Венера. Конечно же, в 20 числах ноября, ну, у нас, во-первых, 20 ноября включается у нас новолуние, новый лунный цикл с 20 ноября у нас в Скорпионе. Поэтому здесь, дорогие скорпионы, и первой, и второй, и третьей декады прекрасно понимаете, что новый лунный цикл, который продлится до 20 декабря, он у нас по Скорпионе заряжен. Здесь еще оппозиция Урана, которая дает нам экстраординарные, необычные вопросы, которые резко будут остро менять наши планы, и мы должны быть к этому готовы. Здесь обходим стороной свои страхи и панические атаки, потому что Уран в таком напряжении дает панические атаки. Стабилизация. При этом здесь потрясающий, шедевральный просто аспект трина от Сатурна, то есть наше приземление, когда у нас есть четкий план, мы от него не отступаем, и мы понимаем, что вся эта дичь случается только для того, чтобы нас остановить. И как говорится в этом меме, как ее остановить? Ее не остановить. То есть нас будет не остановить, если мы четко следуем своему плану и понимаем, что накладки будут. Здесь еще и Нептун положительно заряжает скорпионов третьей декады точно так же, да. Здесь еще и Плутон, который говорит: ну ты уже от своего не отступай, и максимально прокачивает скорпионов первой декады. И здесь, конечно же, у вас по итогу этих событий, ну, то есть этого аспекта с Плутоном будет ощущение, а аспект Плутона длится месяца 4, понимаете? То есть это как раз-таки
тот самый момент, который не как Сатурн 3 недели постоял аспект и ушел, понимаете? Здесь 4 месяца, и Нептун тоже 4 месяца стоит. То есть это те аспекты, которые нас заставляют таки очень не просто убедиться в своих действиях, но еще и изменить свою точку зрения, если мы таки сильно заблуждаемся. И это тоже нормально, и это тоже хорошо. Понимаете, я о чем и говорю? На Скорпионы второй декады у вас любовные отношения вот здесь начинают, с 20 ноября, очень таки сильно играть. Здесь Лилит в Скорпионе второй декады. Прям вот она здесь такая красивая стоит. Но если вы принимаете те самые решения, которые вам нужны в жизни, которых вы боялись сделать ранее, да, то здесь у вас должно все получиться хорошо, потому что Венера в благоприятных аспектах стоит на кармических узлах, и это очень хорошие будут события в вашей жизни, если вы не побоитесь Скорпионы второй декады. И идем дальше, ребят. У нас заканчивается ретроградное движение Меркурия 29 ноября, 28 ноября заканчивается ретроградное движение Сатурна, которое в рыбах, ну и естественно, да, у нас что Венера соединилась с Лилит. Конец ноября у нас тоже, хочу сказать, под напряженными моментами. Марс в квадратурах к кармическим узлам. Это последняя неделя ноября. То есть наши действия должны быть понятливыми, нацеленными на наше будущее, да, они не должны нам вредить, не должны вредить другим людям, обществу, для того, чтобы не создать конфронтацию. То есть если вы понимаете, что ваше мнение резко кардинально отличается от мнения общества, в котором вы находитесь, продолжайте тихо делать свое дело. Просто следуйте своему плану. Это я говорю скорпионам третьей декады, это я говорю скорпионам второй декады, скорпионы первой декады, в том числе у скорпиона второй декады здесь любовные отношения и коммуникация по-прежнему говорят о том, что не отступаем, ребята, решаем все те свои задачи, но не агрессивно. Но вот здесь захочется в конце ноября вот поспорить, поругаться, доказать свою точку зрения, но для чего? Не принесет это того, просто продолжайте делать свое действие. И следующее событие, которое у нас на небе будет астрономическое, это полнолуние 4-5 декабря полнолуние в Близнецах. Как это полнолуние повлияет на скорпионов? Я не хочу сказать, что очень сильно повлияет на кого-то, кроме скорпионов третьей декады. Скорпионы первой и второй декады, здесь история по большей части будет позже проигрываться, поэтому здесь у вас, ребята, я скажу, что скорпионы первой декады у вас все начнет больше к началу нового лунного цикла с середины декабря, с 15 числа. Там Марс складывается как раз-таки в квадратуры с Сатурном и Нептуном. И вот здесь будут уже такие, знаете, мощные действия, продуктивный, очень четкий, приземленный, когда вы наконец-таки уже начнете не малодушничать, не думать, не чувствовать, что вы недостойны. Такие продуктивными станут ваши действия. Понимаете, я о чем говорю? Скорпионы первой декады. Но если вы еще до 15 декабря как раз-таки уже все это уясните, поймете, то тогда, конечно же, там все финансовые вложения, там, конечно же, большие крупные сделки, очень хороший приход денег, хорошая история с покупкой недвижимостью, поездками, переездами, но если только это исходит не с той мысли, что у соседа трава зеленее, и я хочу как у соседа. Нет, это должно быть ваше внутреннее наполнение, понимаете? Более четкие, продуктивные, результативные действия. Вот так я хочу сказать. Вторая половина декабря у скорпионов первой декады. У скорпионов третьей декады, ребят, Лилит финальный аккорд делает в Скорпионе 20 декабря, она поменяет знак на Стрельца. И здесь, конечно же, у вас вот тот самый масштаб приобретения недвижимости, действия, активности, мощности, переезды до 14 февраля, пока Сатурн находится в третьей декаде рыб. У вас благоприятный аспект Сатурна, когда все самые сложные действия, которые вы считали, что они вам не давались, они будут у вас получаться. И да, вы скажете, там где-то каникулы, там где-то отпуска, но у вас будет настолько заряжен и декабрь, и февраль вообще в принципе, и январь. То есть делайте свой максимум здесь,
приземленный, который вы давно хотели к реализации ваших целей, желаний, амбиций, и здесь у вас точно должно получиться. И тогда, конечно же, бой курантов вы встретите уже у вас там вложено, там сделки намечены, там спланированы, и это очень хорошо, ребят, скорпионы третьей декады. Если же вы все-таки в любовных отношениях возьмете тоже ту самую планку, это получится тоже хорошо. Не ругайтесь с близкими, не ругайтесь с любимыми, миритесь с ними наоборот. Понимайте, что это тот человек, благодаря которому вы растете благодаря его действию или бездействию. Это потрясающая философская мысль, между прочим, да, о ней мы не любим думать, но именно что движет вами? Скорпионы третьей декады: действие или бездействие, вас или вашего партнера. Понимаете, о чем я? Вот это очень хорошо себе об этом подумайте, это откроет множество ваших масштабов и горизонтов. Скорпионы второй декады. Ребят, у вас хочу сказать, что этот декабрь не то чтобы пройдет в беззаботном таком ключе, да, декабрь пройдет под эмоциями, движение вперед, масштаба расширения своей личной жизни, любовной сферы, семейной жизни в том числе, либо в профессиональном масштабе, потому что у нас таки в январе, сейчас прям даже дату открою, ну, это середина января, с 12 января Юпитер вернется в ретроградное движение знака Рак, будет делать потрясающий трин скорпионом второй декады, но Юпитер будет делать этот трин, при этом находясь в оппозиции с Марсом, Меркурием, Венерой, Солнцем. Понимаете, да, внутренние противоречия своей нереализованности будут выбивать из колеи. Поэтому здесь момент, хочу сказать, что вот к середине января у вас должно быть уже закрыты все вот эти вопросики с любовной сферы для того, чтобы стартануть очень сильно в профессиональной. Не то чтобы я скажу вам, что нельзя сначала в профессиональной, если любовной нет. Если вы сейчас акцентируете все свое внимание только на финансы, на деньги, то будьте готовы, что ваши отношения будут где-то на горизонте ходить, и это будет та самая история и эмоция, которую вы всегда обделяете. То есть это та будет ваша часть жизни, которую вы сами к себе не допускаете, и ее у вас нет не потому, что вторые половинки подбираются не те, потому что вы не даете себе шанс войти в те самые отношения, а половинки всегда подбираются те. Наш партнер всегда точная либо копия, либо противоположность наша, но наша вторая половинка — это всегда тот человек, который надавливает нам на самые больные моменты в наших же характерах. А мы никто не любим негативные качества нашего характера. Мы все хотим быть душками. Нас общество научило быть только хорошими, только позитивными и только добрыми, и только про хорошее говорить. А правда она такая, как есть, понимаете? Можно сказать, что правда она у нас у каждого своя. И вот здесь как раз-таки с 12 января скорпионы второй декады увидят, что правда она оказывается совершенно другая. И здесь придется резко менять свою точку зрения. Понимаете, о чем я, ребят? И здесь и январь, и февраль, и март, и апрель 2026 года у скорпиона второй декады будет, если вы поменяете свою точку зрения, резкий взлет по всем сферам вашей жизни, либо же это будет постоянное недовольство, ворчание. И, конечно же, как следствие, то июнь и июль 2026 года, когда Юпитер у нас будет в оппозиции с Плутоном, потрясающий аспект на финансовый поток, как раз-таки, он пройдет в моментах, когда мы находимся в конфронтации. А нам зачем это нужно? Мы и так уже от всего этого устали. Мы хотим просто жить хорошо и красиво, согласитесь, в счастье, в радости, в достатке и жить свою жизнь, раскачивая свои определенные качества, таланты, реализовываясь. Но как говорится, не всем это нужно. 80% людей на планете живут просто свою обычную жизнь. 20% что-то хотят сделать, они создают вот эту движуху, активность. 13% это те люди, которые всего лишь несколько раз попробовали и потом отступили. И
Можно хорошо сказать 2%. И это причем относятся сильные знаки, один из которых Скорпион и Козерог. И Овен, если усмирить свою вот эту безудержную агрессию, направить в нужное русло, да. Еще и представители каждого знака зодиака, кто наполнен планетами с напряжениями в натальной карте. Я надеюсь, вы понимаете, что карты, в которых есть только гармоничные аспекты, это те люди, которым особо ничего в жизни не надо. Понимаете? А те натальные карты, в которых есть очень много напряжения, это те люди, которые как раз-таки создают вот это движение. Это те люди, которые создают сервис, они постоянно недовольны, они создают бизнес. Они не могут сидеть на месте. Им нужно постоянно что-то делать. Они хотят что-то создавать, что-то трансформировать, изменять, влиять на свой выбор, на выбор других людей. И только один, хорошо, 2% людей – это те, кто бесконечно, бесконечно пробуют и не сдаются. И они вообще не хотят знать чужого мнения. Они уже наслушались этого мнения, они просто идут вперед. Поэтому, дорогие мои, скорпионы первой и второй декады, у каждого гороскоп свой, но я надеюсь, и я вас всех зарядила на эту активную, продуктивную осень. План здесь один – не сдаваться, план здесь один – не малодушничать, расширять свои горизонты, идти вперед и действовать. Только это поднимет на новый уровень. Ребят, по классике в конце видео актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Желаю вам потрясающей осени и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.